Зачем существует Государственная Дума? Кто такой депутат? Ну, вообще, если формально, то депутат – это ведь представитель интересов народа, избранный людьми человек, который получает зарплату за то, что он защищает интересы этих людей, делает их жизнь лучше, пишет законы, которые помогут россиянину. Прощевайте, хохлы. Наше преимущество – Путин. Мы избавим Украину от нечисти. Все гомосеки спидозные. Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. Государственная политика России управляется из США, и органы власти России управляются из США. Он получает за это зарплату и огромную, кстати, около $500 000 рублей в месяц. Ему выдают служебную квартиру, служебную машину, водителя, депутатскую неприкосновенность, депутатскую пенсию и кучу других привилегий, недоступных обычному человеку, лишь бы у него было как можно больше времени и как можно больше возможностей помогать, служить вам, его избирателям. Звучит смешно, но формально это так. Позор парламенту! Я покидаю такой зал! Мне с вами не по пути. Ну, а по факту вы сами знаете, все совершенно по-другому. Госдума специально сломана Путиным очень давно. Она утеряла все свои функции, и ни один человек там на самом деле не был избран по-настоящему. Если на здание Госдумы завтра упадет огромный метеорит, то от этого наша с вами жизнь хуже не станет. Там просто сидят 450 бездельников и паразитов. Будем подключать также и счетную палату, попросим, чтобы она тоже у себя включила в план своей работы соответствующие направления. Очень богатых паразитов и очень беспринципных, которые за ваши налоги занимаются вредительством, мешают нам жить нормально, а Путину, наоборот, помогают. Нужно поднять пенсионный возраст? Пожалуйста, проголосуем. Повысить НДС? Сейчас нажмем кнопочку, все вместе, никаких проблем. Они реализуют самые безумные и репрессивные идеи Путина. Все эти законы об иностранных агентах, запреты митингов, штрафы огромные. Те, кто неуважительно и оскорбительно высказывается о нашем президенте и стране, будет нести заслуженное наказание. Нет никаких сомнений в этом. Конституцию наши кнопкодавы тоже переписали, не моргнув глазом. Путин же попросил. Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть. Приняли закон, а потом еще и заслуженная депутатка Терешкова услужливо предложила: а давайте обнулим сроки Путину. Сделаем так, что несмотря на то, что Путин уже 20 лет у власти, он сможет избираться еще 2 раза, еще на 12 лет. Надо, чтобы Путин обязательно остался. И вот, благодаря этому, в этом марте Путин идет формально на свой первый срок. Нужно, чтобы все-таки Путин, что называется, был рядом. Мол, вдруг пойдет что-то не так. С началом войны наши дармоеды с охотного ряда ежедневно работают над тем, чтобы отправить на смерть как можно больше россиян. Они подняли призывной возраст до 30 лет. Они ввели электронные повестки, от которых невозможно спрятаться и сбежать. Они проголосовали и за тюремные сроки в 10 лет за сдачу в плен. А чтобы никто ни в коем случае не узнал правду о войне, депутаты придумали 15-летние сроки просто за упоминание войны. И по этим статьям реально сажают людей. 7 лет тюрьмы за антивоенные высказывания получил Алексей Горинов по решению Московского суда. Это первый приговор с реальным сроком лишения свободы по статье о фейках. Ну и еще одна важная роль, которую депутаты на себя взвалили – пропагандистская. Они громко и яростно поддерживают войну и Путина в соцсетях. Они выступают на ток-шоу и вообще притворяются главными патриотами, подают всем пример. Я очень счастлив, что мне посчастливилось, мне удалось быть здесь вместе с этими парнями. Вот депутат Милонов. В октябре этого года в окопе, в Горловке. Если я попаду в плен, я прекрасно знаю, что со мной сделают они. Вот 100%. Вот это герой. Подписал контракт, мол, вы тоже подписывайте. Но воюет ли Милонов? Конечно, нет. Из утекшей базы данных авиаперелетов мы узнаем, что в 2023 году Милонов успел слетать из Москвы в Санкт-Петербург раз 10 минимум. И 3 раза он слетал в Сочи. Он, конечно, очень много героических фотографий сделал, но на самом деле он был где угодно, но не на фронте. А вот другой единорос. Голиков Олег Александрович, депутат Государственной Думы Российской Федерации, депутат от Челябинской области, с Южного Урала. Руководитель партии «Единая Россия» Андрей Турчак сказал, что Голиков, цитирую, «настоящий мужик, воюет плечом к плечу с контрактниками и мобилизованными».
Он якобы был на фронте с октября 2022 года по апрель 2023. Я один из первых, кто пошел и написал заявление, добровольцы. Но в Сочи за это время слетал подозрительно большое количество раз. 4 ноября он поздравляет читателей с Днем народного единства, а сам в это время вылетает из Сочи. Через 10 дней, 14 ноября, он публикует фото со снарядами, а по билетам опять находится в Сочи. 23 ноября опять в Сочи. Уже в этом году, 17 марта, за месяц до конца своей так называемой службы, он публикует слайд из презентации «Огневая подготовка». В настоящее время против России проводится полноценная гибридная война. Противостояние с Западом растянется на долгие годы. В этот день, вы не поверите, он тоже был в Сочи. Зато хэштеги ставить не забывает. Доброволец, патриот, Россия. Ну вот вы наверняка знаете кого-то, кого мобилизовали. Скажите, ваши мобилизованные тоже воюют из Сочи? А якобы не вылезающий с фронта ближайший соратник Кадырова Адам Делимханов. Ахмад! Сила! Аллаху Акбар! Он вообще параллельно умудряется регулярно летать между Москвой и Грозным. Дмитрий Саблин, командир так называемого Думского отряда, как недавно обнаружили журналисты, свои патриотические посты публиковал на самом деле из Турции, где он отдыхал с семьей. По-моему, нас обманывают, Георгий. Да что ты такое говоришь? Никогда такого не было. Депутат и обманывает. Обманули дурачка на 4 кулачка. Конечно же, это все лицемерие и вранье. Они в своих думских отрядах просто ряженые. Натягивают на себя военный камуфляж, форму, едут на денек куда-нибудь в окоп, оружие берут подержать, а вокруг съемочная группа. Это обязательно. Обязательно нужно как можно больше фотографий, видео, чтобы все знали. Нужно как можно больше интервью, заявлений, громких слов о поддержке мобилизованных, чтобы все услышали. Как наши бойцы ждут этой помощи, увидел председатель Комитета Госдумы по охране здоровья. Дмитрий Хубезов месяц назад отправился на фронт добровольцем. Зачем же они это делают? Все просто. Они создают видимость, пускают пыль в глаза. Ну, типа, мы тут сплотились, смотрите, мы воюем лично. И вы должны воевать. Отправляйтесь на фронт, собирайте своих мужей и сыновей. Они должны последовать депутатскому примеру. Я с уверенностью могу всем сказать и всех заверить, те, кто призывается, или добровольцы, которые идут из России, вас не бросят командиры. Точно здесь, на Донбассе, не бросят командиры, обучат всему, оденут, выдадут оружие. Только они поедут не на один день пофотографироваться, а навсегда. А потому что им, извините за мавитон, наплевать. А сейчас мы перейдем к тому, чем эти депутаты заняты на самом деле. Нам удалось найти не бутафорию какую-то, а настоящий, действующий и в кои-то веке эффективный депутатский батальон. Не 2-3 ряженых в хаке депутата, а целых 13 человек. 13 депутатов, которые сплотились и кучненько так, как перелетные птицы, укатили в Дубай. Перед тем, как мы перейдем к самому интересному, давайте договоримся вот прямо сейчас. Поставьте, пожалуйста, этому видео лайк. И тут очень важно, пошлите его вашим знакомым, чьих родственников и близких мобилизовали. Тем, кого эти самые депутаты буквально отправили на убой, как скот, компенсировав это 5 килограммами рыбы, дровами или билетами в цирк. Они должны обязательно посмотреть это видео. Обязательно посмотрите. Хорошо? Договорились? Итак, поехали. Есть такой депутат, единорос, Владислав Резник. Депутатом работает аж 23 года. С 90-х годов он входит в ближний круг Путина. С поездками в Европу у Резника возникли проблемы, потому что в 2016 году Испания объявила его в международный розыск по обвинению в причастности к Тамбовской ОПГ и отмывании денег. Но есть места, где его точно не арестуют. В 2022 году его жена Диана Гиндин купила 2 квартиры по 165 квадратных метров, расположенные друг над другом. Вот в этом жилом комплексе в Дубае. Общая стоимость 185 миллионов рублей. Но этого оказалось мало, и уже в 2023 году семья депутата купила 3-ю квартиру в прекрасной высотке Palm Beach Towers с панорамным видом. Удостовериться в этом можно следующим образом. На сайте Дубайского земельного реестра можно ввести имя владельца и номер свидетельства о собственности. И сайт выдаст результат Property is valid, то есть есть такая запись. Если я поменяю имя на свое, то, как видите, результата нет, как и дубайской недвижимости у меня.
Забавный факт про депутатское вранье. Перед объявлением в международный розыск Испании Резник развелся со своей женой, на которую было записано много всего. Но мы с чистой совестью можем считать этот развод формальностью. Потому что, судя по перелетам, депутат Резник до сих пор прекрасно катается на отдых вместе со своей женой. А это депутат-единорос Павел Федяев. Он сын другого единоросса Михаила Федяева, владельца печально известной шахты Листвяжная в Кемеровской области. В 2021 году там в результате взрыва погиб 51 человек. На Федяева-старшего завели уголовное дело. В конце 2021 года его даже поместили в СИЗО. Но спустя полгода из СИЗО его чудесным образом выпустили под подписку о невыезде. Ну, подумаешь, 51 человек погиб, ерунда какая-то. Главное, что он про войну ничего не написал и оппозиции не помогал. Такого можно и на свободу отправить. Уж не знаю, какую подписку о невыезде ему дали и сколько она действовала, но она точно не помешала отцу нашего депутата в 2022 году купить 2 соседние квартиры в Дубае площадью 179 и 112 квадратных метров, суммарно за 361 миллион рублей. Угрызение совести по поводу гибели горняков семейство депутата Федяева испытывает вот из этой высотки на берегу Персидского залива с собственным причалом для яхт. Предлагаем вам познакомиться и с этим импозантным джентльменом. Единорос Сайгид Паша Умаханов. У него в телеграм-канале мы нашли видео, достойное Голливуда. Депутат дарит матери раненого мобилизованного из Дагестана холодильник. Холодильник показывают со всех ракурсов. Затаскивают в дом под пафосную героическую музыку. Затем, разумеется, несчастная женщина благодарит весь депутатский корпус, благодарит депутата Умаханова. Она так хотела холодильник, но у нее нет денег, чтобы его купить. У вас сын СВОшник недавно, оказывается, он был дома, уехал раненый, да? Да. Ну, слава Аллаху, живой, здоровый. Да. На полу стоят пакеты с логотипом «Единой России», символизирующие, очевидно, изобилие. Я не ожидала такой помощи. Просто ублюдки, простите, пожалуйста, за грубость, но других слов не найти. Страну разворовали, сидят у себя в Москве в депутатских креслах, устроили войну и мобилизацию, вырвали из семей отцов и детей. А потом под камеры вместо детей привозят нищим матерям холодильник, да еще и заставляют поблагодарить депутатский корпус. Большое вам спасибо всем, всему депутатскому корпусу, от Умаханова, Сайгид Паша, да, обещаю. Но не все избиратели депутата Умаханова достойны холодильника. Родственникам убитых на войне единорос подарит тонометр. Смотрим видеоотчет. В дом, где живут родственники погибшего, заходят доктора и помощник депутата. В тексте написано, что они это делают по поручению единоросса Умаханова. Всем по поручению депутата меряют давление, ну а потом торжественно вручают тонометр. Вау, вот это щедрость и забота! Но как бы хотелось вместе с тонометром этой семье из Хасавюрта передать фотографию 185-метровой квартиры вот в этом 40-этажном жилом комплексе в Дубае. Семья депутата Умаханова купила это жилье несколько лет назад. Рыночная стоимость 63 миллиона рублей. Оформлено на брата. Бассейн, зона для загара, спа, прачечная и все остальные базовые для дубайских жилых комплексов вещи, они, разумеется, тоже включены. Анатолий Бифов, КПРФ. Давайте начнем с его цитаты. «Россия – единственное государство, территория которого охватывает сразу 6 частей света. Можно выбирать место для отдыха на любой вкус. Приезжайте к нам в Кабардино-Балкарию, на Северный Кавказ. У нас есть лучшие горнолыжные курорты, лучшие термальные источники и лучшие санатории. Приезжайте. Зачем куда-то ехать отдыхать, когда кругом столько красоты?» Лучшие санатории, может быть, и в Кабардино-Балкарии, но буквально все члены семьи депутата квартиры купили себе почему-то в Дубае. В 2020 году квартиру в небоскребе в районе Бурдж-Халифа купил его брат Заур Бифов. В 2022 году в Дубай перебрались 30-летний Анзор Бифов и 21-летняя Алия Бифова. Это дети нашего депутата. Они купили по квартире в одном и том же доме, вот в этом роскошном жилом комплексе у воды. А уже в этом году к своей арабской семье присоединился депутатский племянник, 30-летний Залим Бифов. Он купил 101-метровую квартиру за 60 миллионов рублей. Ну и так далее. Есть еще такой знакомый многим депутат-единорос Александр Сидякин. В
В свое время он проводил спиритические сеансы с Махатмой Ганди, а сейчас Сидякин один из главных людей в «Единой России», руководитель Центрального исполнительного комитета партии. Ему мы обязаны законом об иностранных агентах, гигантскими штрафами за митинги и Дадинской статьей. Он вообще жулик со стажем. Вот конкретный пример. 10 лет назад мы делали про него расследование и рассказывали, как он регистрировал на своих помощников какие-то партии-пустышки. В 2019 году, когда мы регистрировали нашу партию «Россия будущего», сидякинский помощник оперативно переименовал одну из своих пустышек, вот уж совпадение, в «Россию будущего», и нам в регистрации отказали, ведь название-то уже занято. И это получилось. Люди вовлечены в процесс. Сидякин, будучи руководителем администрации главы Башкирии, записал на свою гражданскую жену и мать его детей Ксению Шевыреву лифтовый бизнес в Башкирии и обогатился на господрядах. Практика эта, к сожалению, получает распространение по всей стране. И вот теперь мы нашли у нее же квартиру в Дубае. Купила в 2022 году за 57 миллионов рублей. Квартира площадью 77 квадратных метров находится в жилом комплексе на берегу небольшого искусственного острова. Напротив здания променад и пристань для яхт. Лучшего места, чтобы побороться с иностранными агентами, не найти. У нас есть достаточно авторитета, достаточно полномочий, чтобы эту ситуацию исправить. Перенесемся от относительно небольшой квартиры Сидякина к квартире чемпиону. Этот депутат – создатель патриотической общественной организации «Милосердие и порядок» единорос Григорий Аникеев. Во Владимире работает уникальный проект «Милосердие и порядок», созданный нашим земляком, депутатом Государственной Думы Григорием Викторовичем Аникеевым. Он уже купил сыну мальтийское гражданство, а себе в 2022 году купил квартиру в Дубае. Даже не просто квартиру, а целый президентский пентхаус площадью в 1200 квадратных метров. И терраса там тоже есть, 557 квадратных метров. Все довольны размерами. Новый уровень развития. Расположена она на знаменитом острове Пальм-Джумейра. На сайте написано, что дом предназначен для людей с безупречным вкусом и глубоким пониманием роскошного образа жизни. Это база. Стоит такое удовольствие ни много ни мало 2 миллиарда 135 миллионов рублей. А что делать, если пентхаус, ну или на худой конец, целый этаж в дубайском небоскребе хочется, но готовых в продаже нет? Посмотрим, как этот вопрос решил депутат от «Единой России» Александр Прокопьев, который, вы будете смеяться, тоже основал фонд, среди главных задач которого – поддержка патриотизма. Прокопьев депутат молодой, 37 лет всего. Мандат ему обеспечила мама. Она миллиардерша и основательница компании «Эвалар». Она была крупным спонсором «Единой России». Вопрос с покупкой дубайской недвижимости тоже решили по-семейному. В прошлом году они купили не одну, не две, а 12 квартир в Дубае. 11 из них расположены на 63-м этаже небоскреба Paramount Tower и оформлены на депутатскую сестру Наталью. Общая площадь 11 квартир 1200 квадратных метров, а цена 700 миллионов рублей. На сдачу прикупили еще одну квартиру, вот в роскошном строящемся небоскребе Cavalli Tower. Там есть не только готовые дизайнерские интерьеры, но и удивительные террасы, где на каком-нибудь 60-м этаже у тебя на балконе будет собственный стеклянный бассейн. Наверное, беспрецедентная мера. Следующий депутат-обожатель войны – Борис Пайкин. Его благотворительный фонд закупил материалы для 40 представительниц прекрасного пола, которые шьют какие-то чехлы для дронов, согревающие пояса, подушки, а еще плетут маскировочные сети. Но кое-что депутату Пайкину замаскировать не удалось. Да и согревающие пояса там будут не к месту. Я вот об этой новенькой 100-метровой квартире Пайкина в Дубае. Она расположена на 28-м этаже роскошного небоскреба в районе Дубай-Марина и стоит 88 миллионов рублей. Он купил ее совсем недавно, в этом году, и скрываться особо не стал. Записал прямо на себя. Видимо, решил, что раз депутатам теперь можно свои декларации не публиковать, то и об этой квартире никто не узнает. Увы, план Пайкина не сработал, мы нашли его дубайские хоромы. Есть что посмотреть, есть куда поехать. Брат депутата-единоросса Зелимхана Муцоева, Амирхан Мури, тоже в 2022 году стал собственником апартаментов в Дубае. Находятся они в небоскребе почти 400 метров высотой, входящем в список самых высоких зданий Дубая и мира. В здании 3 бассейна, а из окон открывается вид на Бурдж-Халифу. Квартира площадью 84 квадратных метра обошлась в 74 миллиона рублей.
И точно так же на брата оформил купленную в этом году дубайскую квартиру и депутат-единорос, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, член Общественного совета при Следственном комитете Рахим Азимов. Квартира находится в жилом комплексе Sensoria at 5 Lux. И тут тоже, помимо общих бассейнов, жильцам полагаются свои собственные, расположенные на балконах. В каждой квартире потолки высотой в 3,5 метра, панорамные окна, а жильцам предоставляется доступ на частный пляж. И в дальнейшем, я думаю, будет у нас все идти только на позитив. Азимов, кстати, тоже большой меценат. Подарил ветеранской организации плазменную панель и принтер. А мог бы и в Дубай свозить, если честно. Коллега Азимова по «Единой России» и Комитету Госдумы по противодействию коррупции Руслан Гаджиев тоже купил дубайскую недвижимость в этом году, но оформил ее на сестру. Квартира огромная, 177 квадратных метров. Располагается она в жилом комплексе «Ла-Риф», рядом залив и яхтенная марина. Стоит депутатская квартира 188,5 миллионов рублей. Американские власти называют Гаджиева племянником миллиардера Сулеймана Керимова и держателем части его зарубежных активов. Или посмотрите на этого чемпиона по патриотизму, депутата от ЛДПР. Его зовут Владимир Кошелев. Владимиру Кошелеву, видите ли, горько наблюдать, как русский город Одесса, как он пишет, временно оккупированный украинскими нацистами, превращается в пустое место. В прошедшем мае Кошелев был соавтором законопроекта, внимание, о запрете владения зарубежной недвижимостью для всех депутатов, сенаторов, министров и судей. Обоснование серьезное. Это цитата. «Агрессия коллективного Запада и его сателлитов по отношению к России и проявляемая ими русофобия в целом продолжают только усиливаться». Законопроект депутаты почему-то даже рассматривать не захотели и вернули авторам. А зря. Депутат Кошелев мог бы прямо на трибуне порвать документы на 180-метровую дубайскую квартиру за 188 миллионов рублей. Квартира находится вот в этом роскошном стеклянном небоскребе, стоящем на пляже в районе Дубай-Марин. Недвижимость с 2021 года принадлежит матери его детей, а по совместительству директорше его компании Марине Карпяк. Тратятся колоссальные бюджетные средства. А вот депутат, про которого я, скажу честно, вообще ничего не знала. Но по ходу расследования он покорил мое сердце. Это депутат от КПРФ. Его зовут Роман Лябихов. И вы только посмотрите, какой он красный. Постоянно в партийной символике. Кепка, кофта, куртка, все от КПРФ. Если в помещении надо снять кепку, он все равно будет при параде. Если совсем холодно, не беда, есть красный капюшон. Ну и, разумеется, он прямо образцовый коммунист. Проводит субботники, поздравляет с днем Великой Октябрьской социалистической революции, поздравляет с днем пионерии, поздравляет с днем учителя советскими плакатами, празднует возрождение партии и пишет, что ЖКХ – это оплот коллективизма. Считаем это неразумным. И каково же было наше удивление, когда мы нашли у его 26-летней дочери 6 квартир в Дубае. Одну она купила в 2020 году, 3 в 2021, по одной в 2022 и 2023. Все квартиры от 58 до 100 квадратных метров стоят суммарно примерно 300 миллионов рублей. Мне очень интересно здесь посмотреть то, как преображается. До увлечения скупкой дубайской недвижимости дочка большого коммуниста Лябихова успела пожить прямо как Ленин в Швейцарии. Но 6 квартир дочери – это еще не все. Тезка жены депутата владеет еще 3 квартирами, каждая примерно по 70 квадратных метров, а также 126-метровым офисным помещением. Итого минимум 10 объектов недвижимости в Дубае общей стоимостью в 500 миллиарда рублей. Вот вам и патриотизм настоящий. Полюбуйтесь. Депутатские съезды и голосования скоро можно будет проводить на пляже Палм-Джумейра, а заседание комитета в Бурдж-Халифе. А потом эти же депутаты будут с невозмутимым видом рассказывать, что мобилизованные не вернутся. Извините, ротация не предусмотрена. Они там до конца СВО, до достижения всех целей. А каких целей? Какой план? Никто не знает. Натурально похитили 300 тысяч человек и просто ждут, когда всех до последнего убьют. Но потом подарят тонометр.
Да, тонометр, холодильник, маскировочную сетку и пакетик «Единая Россия». Это все положено вам. А депутаты и их семьи будут этажами выкупать элитную недвижимость в Арабских Эмиратах. И продолжат врать. Вот мы сейчас ради интереса позвонили перед публикацией этого расследования одному из героев, Анатолию Бифову. Спрашиваем, откуда у ваших брата, племянника, сына и дочери квартиры в Дубае? Ну, как так вышло? А он говорит, нет у них ничего. Он вообще туда редко ездит, а дочь вообще ни разу там не была. Откуда у них в Дубае квартиры? Ну вот хотелось бы у вас спросить, честно говоря. Нет, я туда вообще очень редко ездил. То есть ваша дочь в 20 лет в Дубае ничего не покупала? Дочь? Да. Дочь вообще там не была. Но вот фотография его дочери Алии Бифовой. Это где, простите, снято? В Сыктывкаре, в Краснодаре, может быть, в Нальчике. И, естественно, сразу же после звонка Бифова надежно замела следы, удалила все свои фотографии из Дубая. Пожалуйста, помогите распространить этот ролик максимально широко. Пошлите ссылку на него знакомым, друзьям, людям, которые, может быть, искренне поддерживают войну и Путина. Спросите их, ну как так? Почему те люди, которые отправляют россиян воевать, сами живут как арабские шейхи? Почему бабушке в Хасавюрте холодильник, а депутатскому ребеночку пентхаус с видом на яхтенную марину? Подписывайтесь на этот канал, здесь говорят правду. Свободу Алексею Навальному.